Добро пожаловать на мой аккаунт «Вязание крючком». Меня зовут Анастасия Зайцева. И в этом видео я покажу мастер-класс, как связать вот такую классную шапку крючком. Для ее изготовления мне понадобилось меньше 2 часов. Конечно, скорость вязания у всех разная, но именно эту модель связать очень легко, просто и быстро. Это, наверное, самый простой способ, который я знаю для того, чтобы связать шапку крючком. Узор достаточно симпатичный, это резиночка вот такая объемная, шапка эластичная, она тянется, она у меня с отворотом, да, отворот можно сделать любой ширины, какой хочется. У меня окружность головы 57 сантиметров, и вес этой шапки 137 граммов, она мне по размеру подходит. Для того, чтобы связать эту шапку, у меня ушло чуть больше одного мотка пряжи. Вот такую пряжу я взяла. Alize Superlana Maxi. Здесь в составе 75% акрила и 25% шерсти. В 100 граммах 100 метров. Цвет один из моих любимых, очень красивый. Номер цвета 522. Также мне понадобился крючок 7 миллиметров, ножницы, трикотажная игла у меня пластиковая и сантиметровая лента. Вот, собственно, все, что необходимо. Обязательно подписывайтесь на этот аккаунт. Здесь много полезных видео про вязание крючком. Для того, чтобы определить, какой высоты нужно вязать шапку, можно взять свою старенькую шапку, ту, которую вы носите, которая вам как раз, и просто вот так померить высоту. Здесь у меня у шапки 22 сантиметра, высота плюс отворот еще 6 сантиметров, 22 плюс 6, итого 28 сантиметров. В среднем в шапке так идут 27-29 сантиметров с отворотом. И еще один размер нам нужен будет, это окружность нашей головы. У меня это окружность 57 сантиметров. Я уже ее измерила. Если вот так приложить, окружность головы, она больше, чем эта шапка. Но шапочка свободно растягивается до необходимого размера. Итак, приступаем к вязанию. Нам нужно сейчас набрать цепочку воздушных петель длиной 28 сантиметров. Делаем первую петлю на крючке. Я делаю вот таким способом. И набираем цепочку воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 петелек пока набрала. И прикладываю к сантиметровой ленте. Цепочку мы не растягиваем, прикладываем ее без растяжения. Пока у нас 25 сантиметров, еще 31, 32, пару петелек можно сделать. И вот у меня получилось как раз 28 сантиметров, 32 петли. Если у вас другой толщины пряжи, другой толщины крючок, то у вас может быть другое количество петелек. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема и начинаем вязать узор. Вводим крючок, вторую петельку от крючка за верхнюю дужечку цепочки воздушных петель. Мы будем провязывать, чтобы получился у нас узор. Вязать мы будем из полустолбиков с одним накидом. Делаем накид на крючок, вводим крючок, захватываем рабочую нить. У нас на крючке 3 петельки. Мы через эти все 3 петельки провязываем рабочую нить. Дальше опять за верхнюю дужку нашей воздушной петли будем провязывать следующую петельку. Делаем накид, вводим крючок в воздушную петлю цепочки основания, вытягиваем рабочую нить и через 3 петельки на крючке протягиваем рабочую нить. Так, третья петелька, четвертая, пятая. Так мы вяжем до конца ряда. И 32-я, последняя петелька.
Вот у нас первый ряд связан. 32 петельки мы провязали. Дальше делаем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и опять вяжем второй ряд, точно так же, как первый. Делаем накид. Во вторую петельку от крючка вводим крючок за заднюю дужечку воздушной петли и провязываем полустолбик с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. И так мы провязываем 32 полустолбика с одним накидом до конца ряда. И в конце ряда провязываем последнюю 32 петельку. Вот у нас уже 2 ряда связано. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание, вяжем третий ряд точно так же с полустолбиками с одним накидом, провязываем 32 петельки за заднюю полустенку. Так мы вяжем до конца ряда. Последнюю петельку провязываем. Вот уже и третий ряд готов. Уже начинает формироваться рисунок, узор. Делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать до необходимой нам ширины шапки. Вот у нас это высота получается, вот она 28 сантиметров. Здесь будет отворот вот так на 6 сантиметров. Мы вяжем шапочку вот так вот в ширину. Да, нам нужно связать на наш объем головы. Вот я провязала 12 рядов. При моей плотности вязания это 16 сантиметров. Продолжаю вязать дальше. Связала я 39 рядов. У меня получилось 53 сантиметра. Ну, вязка достаточно подвижная и тянется даже до 64 сантиметров. Если есть возможность примерить на свою голову, я примерила, мне этой ширины достаточно. Если нет возможности примерить, то вяжем примерно сантиметров на 5 уже, чем наша окружность головы. Лучше, конечно, примерить. Так, теперь соединяем 2 стороны. Соединять мы будем тоже крючком. Здесь у нас одна сторона с одной тушкой, да, на второй стороне у нас косичка. Мы будем зацеплять переднюю стенку от этой косички, переднюю дужечку. Так, надеваем петлю на крючок, захватываем рабочую нить, вводим крючок в первую петельку здесь и цепляемся за переднюю стеночку. Соединительными столбиками будем провязывать вот так вот просто. Соединяем петельку за петелькой. Так мы будем делать до конца ряда, попетельня соединяя. У нас тут образуется вот такая косичка. Довязываем до конца ряда. И в конце ряда у нас количество петелек должно сойтись, потому что мы в каждом ряду вязали одинаковое количество петель. Теперь мы вытягиваем рабочую нить подлиннее и отрезаем ее. Теперь мы будем вот этот верх шапки собирать при помощи иглы, пластиковой иглы. Это у меня левая сторона. Здесь у меня еще есть ниточки соединения. Мы их потом тоже иголочкой спрячем. С левой стороны мы собираем вот так в каждую петельку. Мы вдеваем иглу туда и обратно по верхней кромочке. И пропускаем нить по всей окружности шапки.
до конца ряда. Собираем верхние петельки. Теперь мы просто стягиваем нашу ниточку, и шапка у нас собирается. Аккуратненько, плотно стянули. Теперь мы закрепляем нашу ниточку, проходясь вот так. Туда и обратно сшиваем отверстие. Все, сшили. Теперь завязываем узелочек и прячем оставшийся хвостик. Вот этот хвостик тоже прячем. Просто его вязание можно спрятать иглой, можно спрятать крючком. Но иглой удобно, прячем его прям вот в шов. Просто поднимаем по петелькам. И в обратную сторону. И в обратную сторону. Все, хвостик можно просто обрезать. Выворачиваем нашу шапочку. Вот так выглядит место макушки. Достаточно аккуратно. И все. Делаем отворот той высоты, которой нам необходим. Ну и вот наша шапка готова. Вот такая шапка получилась. Шов внутри выглядит вот так. Снаружи его практически незаметно, он как часть узора. Шапочка очень симпатичная, по размеру мне подошла, я уже примерила, выглядит красиво, аккуратненько. Благодарю за то, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если вам понравился этот мастер-класс. До новых встреч. Пока-пока.